Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова великий и могучий проект о русском языке с региональным акцентом. Кировская область – идеальное место для тех, кто любит зиму. Зимний уют, трескучие морозы, искрящийся снег, теплые домашние вечера в компании самых близких людей. Правда, зима в Кирове длится слишком долго. Иногда морозы стоят с ноября по март, поэтому весну в нашем городе ждут даже те, кто обожает зимний сезон. Послушайте стихотворение вятской поэтессы Елены Наумовой. Называется оно «Сосулька». Как она стремительно летела, вниз из зимних вырвавшись оков, как ее серебряное тело раскололось звонко и легко. Голубые тающие льдинки ручейками светлыми текли, помогая маленьким травинкам выбраться на свет из-под земли. Очень вдохновляющие строки. Правда, у большинства кировчан при виде первой весенней травы вырываются только восклицания «Ах!» или «Вау!». Вы наверняка уже слышали такие слова. Их трудно отнести к уже известным нам самостоятельным и служебным частям речи. Поэтому исследователи классифицируют такие слова, как междометия. Междометие – особая часть речи, не относящаяся ни к группе самостоятельных, ни к группе служебных. Междометие – это часть речи, которая объединяет слова, выражающие чувства, побуждение к действию или являющиеся формулами речевого общения, речевого этикета. Междометие – это чаще всего неизменяемые комплексы звуков, которые, тем не менее, понятны всем носителям языка. Например, «ах», «фу», «ура», «бис». От служебных частей речи междометия отличаются тем, что не могут выражать отношений между словами в предложении и служить для связи между ними. Междометия не вносят в предложение добавочных смысловых оттенков, как, например, частицы. Междометия не изменяются, как правило, не являются членами предложения, обособляются при помощи запятых или восклицательного знака. При этом междометия можно классифицировать по значению. По этому признаку выделяются 3 разряда междометий. Эмоциональные междометия выражают, но не называют чувства, настроение, радость, страх, сомнение, удивление и другое. Ах, ой-ой-ой, увы, боже мой, батюшки, вот те раз, слава богу, как бы не так, фу и другие. Императивные междометия выражают побуждение к действию, команды, приказы. Ну, караул, кис-кис, вон, кыш, марш, тпру, ну-ка, ш, ау. Этикетные междометия являются формулами речевого этикета. Здравствуй, здравствуйте, привет, спасибо, пожалуйста, простите, всего хорошего. Получается, что всем известные волшебные слова, формулы вежливости относятся к междометиям. Послушайте стихотворение Надежды Веселовской. В небытие теперь уходит часто извечный смысл давно знакомых слов. Всегда ли мы, роняя слово «здравствуй», и впрямь хотим, чтоб кто-то был здоров? Всегда ли помним, что самой любовью был побуждаем в древности народ, желая высшей благости, здоровья, всем, с кем судьба когда-нибудь сведет? Слова с рождения ждет жестокий выбор. Не всякий возглас в речи выжить смог, но вот звучит во все века «Спасибо, спаси, мол, брат, тебя за это Бог». И также срок нам видится немалый. С тех пор, как просьба в речи принята, мы говорим по-прежнему «пожалуй», с частицей величательную «ста». Касаются веков сквозные грани, и снова в нас преемственность жива, и из старинных лучших пожеланий краятся наши русские слова. Поэтесса рассказывает, какой смысл заложен в традиционных русских вежливых словах. «Здравствуй», пожелание здоровья. «Спасибо», высшая форма благодарности. Сокращенная фраза «Спаси тебя Бог». Интересно происхождение этикетного слова «пожалуйста». Некоторые исследователи полагают, что, говоря «пожалуйста», в Древней Руси имели в виду «сделай милость», «окажи любезность». Это слияние двух слов «пожалуй» в значении «сделай милость» и устаревшего уважительного обращения «ста». Слово «пожалуйста» мы используем, когда отвечаем на благодарность. Например, «спасибо за помощь», «пожалуйста». Еще слово «пожалуйста» нужно, чтобы вежливо к кому-то обратиться или попросить кого-то вам помочь. Теперь вы знаете о всех частях речи русского языка. Значит, легко сможете составить памятку вежливого путешественника.
Попробуйте проложить себе маршрут от вашего города до любого другого. Может, в соседнем городе живут ваши родственники, или, например, вы давно хотели слетать в отпуск на другой край земли. Памятка может выглядеть как диалог путешественника с местным жителем. Используйте в тексте этикетные междометия, числительные. Например, указывая расстояние между городами, существительные, глаголы и другие части речи, которые вам потребуются. Это ваше домашнее задание. Публикуйте ваши работы в любом формате: текст, видео, аудио, в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», High and Mighty. За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.